я могу сказать, что во мне есть роли, которые энергетические, знаешь, как я называю, архетипичные. В каждом у нас есть такие роли, которые очень древние. Вот если вы это поищете в себе, какая-то вот роль, которая живет в вас очень, ну, не вас, она много тысяч лет вообще живет на планете такое, и все знает. Знаешь, люди, которые ко мне приходят в команду только, они начинают мне говорить: Катя, это так вот нехорошо, люди нас не поймут, вот, ну, ты вот несешь какое-то там знание и свет, а сейчас вот ты там полуголую фотку выпустила или там, ну, ругнулась как-то. И для меня это очень важно, это прям, наверное, основная мысль, которую я транслирую людям. Коучи, тренера, учителя, которые вам загибают, про то, что они все такие в белых одеждах, у них вообще деньги прут, вот даже те, которые там, например, те денег качают, да, там, или у которых там, значит, счастливая семья какая-то, и у них вот все это так идеально, они такие, знаешь, как на облачках такие летают. Вранье. Я, слушая твой рассказ, вспомнил, есть Мадонна. И мне человек, который близко с ней знаком, рассказывал ситуацию, то, что Мадонна до того, как пришла в Каббалу, она была типа очень негативным таким, знаешь, низкая энергия. Ну, вот эта энергия, но она была настолько большая, она была прям вот в этом погружена, и она была в этом. И он мне сказал, что вот размер вот этой энергии, независимо, в плюс ты добрый, хороший, либо плохой, злой, это потенциал. Этот потенциал ты можешь просто им управлять. Ты это принимаешь, ты плюс. Ты не принимаешь, ты минус. Но ты можешь отсюда туда. Вот это твоя шкала от нуля до бесконечности в минус и до бесконечности также в плюс. Плюс, да. То есть у кого-то диапазон маленький, ты типа чуть-чуть хороший, чуть-чуть плохой. И вот в этом диапазоне вращаешься. А кто-то может себе позволить быть полностью плохим и полностью хорошим, и принимает себя во всем диапазоне. Весь диапазон. И это масштаб личности. По факту я четко, например, могу отследить у себя вот эти состояния, когда, ну, ведьма прям, ну, она такая, знаешь, вот я ее знаю, у нее имя есть, я про нее рассказываю, там, кто, ну, со мной глубоко, ее знают. Ну, как бы, опять же, люди, которые совсем со мной близко общаются, как правило, партнеры попадают на это состояние, когда ты в этой энергии можешь убить, причем не делая ничего. То есть человек просто лежит, встать не может. Прикол. Вот. При этом это не направлено. Ты его даже, в общем-то, и не хотела, называется, да? А оно настолько, ну, как бы наполнено это. И да, я ее знаю, я знаю, откуда она и что с ней вообще, и там некую ее историю. Вот. Поэтому надо в себе их знать, принимать и понимать, как использовать в плюс для себя. Вот. Круто. Давай перейдем к следующей главе, очень интересной, называется «Судьба». Это понятие, оно очень растяжимое, но больше и больше вот, я со своей стороны начал понимать, что все-таки судьба, она есть, да. У нас есть точка А и точка Б, точка А входа и точка Б выхода, как лабиринт. Вот представим, вот жизнь — это лабиринт. Да, я это называю кино. Да, для меня это кино. Но почему лабиринт? Мы заходим в точку А, в нашу жизнь, мы рождаемся, и по ходу пьесы у нас уже... Вот ты так назвал это пьеса. Это пьеса или кино? Это так и есть. У нас есть очень много развилок и дорог, как мы будем идти. Вот. И каждая из этих дорог, она либо длиннее к точке Б, либо короче к точке Б. Но фишка в том, что этот лабиринт уже существует. То есть куда бы ты ни пошел, тебя уже там ждут определенные... вероятность событий. Да, возможность, вероятность событий. Поэтому некоторые футурологи, ну эти, как по-русски, эти ясновидящие, они могут предсказать какой-то путь твой ближайший, куда ты можешь прийти, а некоторые могут предсказать всю твою жизнь, сколько у тебя детей будет, с кем женишься, с кем разведешься. Подожди. То есть это существует. С этим многие даже могут не то чтобы поспорить, но согласны. И второй момент, очень прикольный, мне вот тоже понравилось, вот если ты смотрела «Матрицу 2», перезагрузка, ну или вообще «Матрицу». Да, я люблю этот фильм. Очень классный момент, когда помнишь, он встречается с архитектором, с Нео. Матрица намного старше, чем ты думаешь. Я предпочитаю лимитировать эпоху матрицы очередным системным сбоем, и в таком случае это уже 6-я версия. И все время система дорабатывается до совершенства. То есть вот некоторые моменты, которые у нас в жизни происходят, они даже в нашей жизни уже меняются. Еще раз, это все иллюзия. Вот я согласен. Это все иллюзия.
Мы с этим уже договорились. Да. Это все игра солнечных зайчиков на воде. Не судьбы, не... Ты понимаешь, смотри, как бы есть разные плоскости, из которых мы можем разговаривать на одну и ту же тему. Мгм. Вот ты мне задашь вопрос там, существовала ли когда-нибудь, не знаю, Атлантида, к примеру. И с точки самого сверху, откуда мы начали, я скажу, она никогда не существовала, не будет существовать, но при этом она существует всегда и везде. Это некое из точки единства, я тебе скажу. То есть это преломление сознания, игра сознания, она играет. Вот это такая штука, которую нельзя зафиксировать никогда. Все, что ты пытаешься зафиксировать, например, понять, каждый раз, когда ты говоришь, я это понял, все, этого нет, Ловушка. это вранье. Да. Есть судьба. Ну, все сказали, есть судьба. Все, ты себя загнал в концепцию, это вранье. Это другой вопрос. Ты можешь выбирать, в нее верить или нет, когда она работает на тебя в данный момент. Все. То есть я верю, например, что есть что-то большое, к примеру, Бог меня любит и бережет. Потому что это природа ума. Пока мы в этой реальности, ты от ума не избавишься. Природа ума такова: разделять, сравнивать, лейбовать, потому что он маленький, он не может, он ограниченное индивидуальное сознание, он не может, вот этой кружечкой ты не можешь измерить океан. И из-за того, что ему непонятно и страшно, он пытается как-то это объяснить и назвать. И сказать, ну теперь понятно, это судьба. Он потому что не может, он как бы никак это не поймет. Круто. Поэтому мы договариваемся о чем-то и выбираем концепции. Есть религия, такие на выбор. Есть, можно говорить, то есть мы идем дальше в левелы, да, через которые мы можем... Это я не говорю о том, что мы не можем об этом разговаривать. Я очень люблю разговаривать об этом. Но это всегда будет не истина. Это всегда будут некие концепции, которые мы выберем поиспользовать для нас. Любовь? Как инструмент. Хиромантия. Ну, концепция. Чё-чё? Концепция. Ну просто. Что еще? Хиромантия. Все концепции. ну, То есть вот есть единство, в котором нет ничего, есть все. А есть, например, хиромантия, астрология, психология, нумерология. Это все некие срезы, через которые я могу это поисследовать. Наша задача поисследовать себя же, да? Наше единство решило разделиться для чего? Для того, чтобы познать себя. И оно познает через различные какие-нибудь хероборины такие. Подожди, вопрос, а вот любовь, вот ты считаешь, что это такая же, как вот хиромантия, как религия, или это какое-то качество, которое единство? Любовь — это и есть единство. Вот. Ничего нет, кроме любви. Это Просто, мы опять думаем, же, что мы любовь — сделали это лейбл чувство. любовь, да. Любовь — это чувство, мы думаем. А по факту любовь — это Состояние. Нет, это то, из чего все сделано. Вот представь себе материал. Вот мы называем это сознание, а это же и есть любовь. Ну, то есть как материал. То есть ты можешь, например, есть золото, есть золотые сережки, есть золотые браслетики, есть из золота монетки сделаны, но это все золото. Да. Вот материал, из которого все сделано, это любовь. Да. Прикольно. Вот, но это тоже слово, по факту, это все Ну, лейбл. Это лейбл, да. Мне кажется, просто, опять же, Но- оперировать этим. Но вот, я тебя сейчас как бы убила. Казалось бы, твой вопрос. Мы здесь договорились. Но если мы такие, давайте поболтаем все-таки об этом. Давайте чуть снизимся. Мы помним, что этого ничего не существует, это все иллюзия. Но мы об этом поговорим. А что не поговорить? И тогда мы возвращаемся вот в эту историю, в некую программу. То есть мы здесь... И есть какая-то программа, которая как-то запрограммирована. По факту бесконечное количество вариантов этой реальности. Очень люблю сравнивать все, знаешь, как это, проводить параллели эзотерики, священных писаний и науки. Науки. И, казалось бы, такая граничная хрень. Последнее научное исследование. Я тебе рассказывала, нет, квантово-волновой дуализм. Мы это все Конечно, знаем. Да. конечно. Боже. Да. Так нет, я не знаю, как вы это понимаете, он объясняет. По поводу присутствия наблюдателя, да? Через этот опыт, если вся реальность проявляется только в двух формах, волнах и в частицах, если вы помните, то исследуя частицу, когда мы понимаем, что нет наблюдателя, она, превращается в волну. А что такое? Чем отличается волна от частицы? Давайте зададим вопросом, для чего? Почему она превращается? Нет, Значит, я где-то тебе какой-то могу есть сказать. процессор, Нет. процессор, которому важно упростить реальность
Да, и да. чтобы какие-то механизмы работали в упрощенной форме, как Вот, компьютер. Вот, сейчас я тебе... Так работает принцип компьютера. Смотри, давай Не, я тебе подождите, добавлю. подождите, Сейчас да, я тебе я объясню, просто как ребенку. Как ребенку. Я знаю, нет, я знаю, я привожу, как для меня очень важная, по крайней мере, Давай, мысль, которую я давай, понимаю. Там. давай. Окей, Я давай. понимаю, что частица сама по себе чем отличается от волны? Тем, что частицу ты можешь определить во времени, в пространство. Она Да. у тебя зафиксирована. А волна, она везде и нигде. Ну да, Ну да. это исток. В этом-то и разница. В том, что когда нет наблюдателя, у тебя волна Бесконечное становится, поле возможностей. бесконечное количество вариантов Да. реальности. Да. А как только появляется наблюдатель, ты эту реальность определяешь. Да. Ну да, лабиринт. Мало того, ты ее определяет наблюдатель. Конечно. Мало того, не просто какой наблюдатель, не просто кто наблюдает, а в каком он, сука, сейчас состоянии. А вот этот И момент, тогда получается, что реальность создает наблюдатель. само пространство, оно знает, куда крутиться до того момента, когда что наблюдатель существует, смотрит. да. Есть абсолютно четкие приемы. Называется работа зеркальных нейронов. Или это я перевожу на те же вот ролевой Научный. психоанализ, которым я пользуюсь. Мы это все типа... Очень много есть каких-то исследований, а я это упростила до ролей. Потому что когда, ну, например, ты можешь говорить, ощущая себя не Мишей, а деньгами. Вот я приводила тебе пример. Я энергия денег. Да. Если ты посмотришь на мир из глобальной энергии денег и посмотришь, кстати, на Мишу, ты очень четко сможешь ответить, чего Мише не хватает, например, и почему я к нему не хочу приходить. Или почему иногда я хочу к нему приходить, а иногда не хочу. В какие моменты я прихожу к нему, что Да, он чувствует? как деньги. А в какие я не хочу почему идти? это работает? Это работает как вот эти зеркальные нейроны. Ты можешь заходить в любое имя и форму, которая существует в этом мире, как в самого себя. Ты можешь заходить в партнера, не физически, в роль, ну и физически, кстати. Кстати, в моменте, когда физически, еще и ментально, то Да, вообще но если есть совокупление контент, да. идеальное, И очень если, круто. кстати, идет настоящий контакт, по факту ты чувствуешь все, что чувствует партнер. То есть это Вау. такой дабл мульти, очень, да. Вот. Но я про что говорю-то? Вот то, что вот это научное исследование доказывает, как это работает. Потому что мы себя ограничивали в Мишу, понимаешь? А ты не Миша. Ты можешь спокойно, ну, у тебя есть проблема, к примеру, какая-то, или ситуация, она не разрешается. Ты берешь, заходишь просто в эту проблему, становишься этой проблемой в моменте. Я есть проблема, и ты на нее, ты смотришь на мир из проблемы, и у тебя получается, например, ответить, почему я вообще пришла, и как я хочу разрешиться, а зачем я вот такая вот. Или, например, боль, у тебя болит живот, ты можешь зайти просто в боль, я боль. Что мне надо? Зачем мне это надо? Прикольно. И совершенно нет границ в этом, и мы это как раз практикуем. А это как раз вот эти твои вращающиеся штуки. Тебе не надо быть как-то с этим соединенным. Ты можешь посмотреть, например, на мир, на состояние здоровья человека, который находится на другом конце мира. Мало того, ты можешь излечиться. Я так работаю с людьми, там, можно это назвать энерготерапией, это можно назвать... Астральное путешествие. Это можно назвать, не знаю, там, рейки, еще что-то, но по факту я захожу и таким образом там, меняю твое здоровье или меняю какие-то твои там, проблемы на непроблемы. Потому что я, ну, как бы становлюсь этим. Прикольно, да. И все, и оттуда. И это не потому, что я такая крутая, я просто практикую. Каждый может это практиковать, решать все свои проблемы. В этом ты и есть. Ты есть часть этого, всего, единства. Ты есть единство.